Фильм, основанный на реальных событиях. Чилийская катастрофа в шахте в 2010 году, когда 33 шахтера вошли в шахту и оказались в ловушке на глубине 700 метров под землей на 69 дней. Все будет в порядке. Из этого видео вы узнаете невероятную историю о 33 шахтерах, погребенных заживо. Поехали! Сан-Хосе в Капьяо, Чили. В середине пустыни Атакама 5 августа 33 шахтера вошли в шахту, после чего произошел обвал. В тот день бригадир рудника Луис Дон Лучо сообщил владельцу рудника Карлосу свою обеспокоенность по поводу неустойчивого характера горы, под которой расположена шахта. И эти опасения остались без внимания. Дон Лучо, один из 33, как обычно, пошел работать в шахту, когда эта нестабильность привела к обрушению некоторых подземных креплений. 33 шахтера смогли добраться до места убежища, однако каналы связи на поверхность были не в рабочем состоянии. При нормальных обстоятельствах в районе убежища было достаточно места и припасов, чтобы продержались 30 человек 3 дня. Шахтеры также обнаружили, что компания не смогла установить необходимые лестницы из убежища на поверхность. Лестница кончилась. И что основной выход теперь заблокирован смещенной скалой по массе равной Empire State Building. Шахтеров в конечном итоге возглавлял Марио, который не собирался позволять никому иметь приоритет над кем-либо из других, особенно из-за первоначальной паники и инстинкта самовыживания среди некоторых. Я тебе не верю! Близкие погребенных горняков пытались помочь им, а Мария, старшая сестра шахтера Дарио, возможно, наиболее откровенно осуждала силы, которые ничего не делали для поиска и спасения горняков, не зная, живы ли они или мертвы. Новый министр шахты был полон решимости сделать все возможное от имени правительства, чтобы найти людей и дать точные оценки тем, кто следит за ситуацией, особенно в Кастилье, рассматривая смерть шахтеров исключительно как неудачный характер своего бизнеса. Главным инженером, назначенным для бурения в направлении убежища в надежде, что там находятся шахтеры, был Андре, который признал, что этот процесс не был научным и что шансов на спасение практически не было. Бур! После того, как шахтеры были обнаружены живыми в районе убежища, следующий этап попыток их извлечения поставил перед всеми заинтересованными сторонами свои новые задачи, как материально-технические, так и эмоциональные. Все 33 шахтера в конечном итоге смогли выбраться из шахты живыми. Итак, что мы знаем о реальных событиях, на которых был построен фильм? В 2010 году рухнул медно-золотой рудник Сан-Хосе, завалив 33 горняка на глубине более 2300 футов под тоннами обломков и нестабильной скалой, которая была больше, чем Empire State Building. Благодаря некоторым спецэффектам в фильме мы готовы к наихудшему сценарию. Мы чувствуем панику и обреченность шахтеров, когда они начинают осознавать свое тяжелейшее положение. Фильм вращается между тремя проблемами: изоляция горняков, изо всех сил пытающихся выжить; палаточный городок, населенный их семьями, изо всех сил пытающихся сохранить надежду; и чилийское правительство, борющееся с политикой и связями с общественностью спасательной миссии. С точки зрения персонажа, каждому из этих трех направлений дано лицо. Я не уйду без него. Антонио Бандерас в роли Марио становится центром внимания горняков. Он ищет путь и действует как судья и свет надежды в чрезвычайно нестабильной ситуации. Жюльет Бинош – французская актриса, которая сыграла Марию, сестра одного из пойманных в ловушку шахтеров и самая настойчивая из тех, кто подталкивает правительство в попытке спасения. Родриго Санторо играет министра горной промышленности Чили,
и того, кто подталкивает правительство к выполнению дорогостоящей спасательной операции. Как будто подход состоит в том, чтобы сделать фильм о закопанной шахте максимально удобным для зрителей. Мы не являемся свидетелями большого подпольного конфликта, а внутренние споры внутри чилийских правительственных чиновников сведены к минимуму. Нам действительно удалось увидеть медийный цирк, произошедший во время этого испытания, а некоторые из нас могли быть свидетелями этого в режиме реального времени, когда все это произошло в 2010 году. Режиссер Риген поставил фильм, в котором задействовано множество эмоций различных групп людей, вместо того, чтобы концентрироваться на жалком положении шахтеров. Это вызов сохранить интерес к реальной истории, финал которой мы все знаем, но большинство зрителей будут продолжать увлекаться персонажами. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и оставляйте свои комментарии. Реальный день, реальная история. До скорого!